Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши встречи по пятницам с Андреем Золотаревым, известным украинским политтехнологом. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, зрители, добрый вечер, честные зрители и мелкопрайсовая ботва. Ну, что поделать, какие времена. Ну, знаете, а крупнопрайсовое вообще есть? Это вообще относится Как непосредственно. правило, это люди за бутерброд работают, но однотипные суждения, левые аккаунты, им приходится, знаете, вот, насиловать себя, слушать тех, кто им категорически не нравится. Ну, работа у них такая. Ну, вы же понимаете, что время сейчас такое. И кажется, вот вроде бы все должно было измениться в лучшую сторону, а изменилось в худшую. Об этом во всем будем говорить, конечно, в контексте геополитическом, политическом, внутриукраинском политическом климате и, так сказать, наружу, да, который исходит и чем пахнет. Значит, как всегда, прямой эфир, возможность непосредственно поучаствовать в нем для каждого, хоть вы прайсовый, хоть беспрайсовый, многоуважаемый зритель этого эфира, поэтому я всех как бы призываю поставить лайк и, конечно, принять участие. Сделать это можно несколько способов. Для этого QR-код, который видите на экране, это и поддержать канал, и вопрос задать, это в самом начале. Также закрытый клуб в телеграм-канале есть в Телеграме, да, закрытый клуб зрителей Шелеста, ЗКЗЖ, ЗКЗШ, да, вот так. В общем, там вопросы и открытые вопросы в сообществе YouTube, их можно оставить заблаговременно. Также чат трансляции, присоединимся обязательно к нему в конце эфира, пообщаемся вживую. Ну и, естественно, начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Верите ли вы, что выборы возможны в случае перемирия? О чем дважды уже заявляет Зеленский в двух разных интервью, мол, только дайте нам глоток без войны, и мы сразу выборы президента проведем. А как тебе такое, Илон Маск? Ну, в общем, варианты. Да, Зеленский хочет спрыгнуть. Ну, то есть, вот он красиво там проиграет или красиво не пойдет на эти выборы. Ну и, в общем, вот так, да. Следующий вариант. Нет, Зеленский дует в уши. Ну, это обычная обманка, элементарная. Еще один вариант. Да, Зеленский уверен, что он переизберется, поэтому так легко вот так вот, мол, раз и все, перемирие, и тут сразу выборы, и он опять президент, переподтверждает мандат, и дальше воюет, там договаривается. Ну, еще один вариант, нет, только после полного конца войны, тогда вообще можно говорить о каких-то выборах. Какой бы вы вариант выбрали, и что думаете по поводу этих заявлений Зеленского, Андрей Владимирович? Ну, вот я раздумываю между третьим, вторым и четвертым. Ведь, я сужу, опять же, не потому, что говорит Зеленский в интервью Fox News и Axios, где он не очень-то цепляюсь за кресло и готовы уйти, но, знаете, риторика, как правило, скрывает истинные намерения у политиков. Поэтому надо смотреть слушать не то, что они говорят, а смотреть, что они делают. Ну, а делается пока, и, судя по всему, начали потихонечку тормозить предвыборную активность, ряд проектов, которые были нацелены на будущие выборы, близкие к власти, судя по всему, с 1 октября поставят на паузу. Это говорит о том, что на скорые выборы тем, кто раскатал губу и ждет, что вот-вот перемирие, вот-вот выборы, нет, этого не случится. И, судя по всему, в ближайшие полгода выборов нам не видать. Это в лучшем случае. А возможно и, как говорится, на год вперед. А что вообще за эта история? Смотрите, мы сейчас обсудим, конечно, чего ждать и какие планы у Зеленского, и там браваду, там агавки, вот это все как бы. Ам, Вообще, конечно, у меня доля скепсиса по поводу всего этого. То есть нам показывают какой-то, знаете, цыганский гипноз, активно машут руками перед лицом, перед глазами, вот это вот все. И только так это можно расценивать, потому что ситуация на поле боя плачевная. Мы обсудим, проанализируем, препарируем эту историю. Но зачем он сам это завел? Ведь вы же видите, это четкий
Вообще, конечно, вот эта Генассамблея и по Трампу я хотел отдельно блок пройтись, чтобы вы как политтехнолог рассказали, как с ним поработали. Видно было, что с ним поработали, и он четко отработал номер. Причем продолжает доигрывать эту роль. Вначале показалось, что даже круче Зеленского играет, да, а потом так вот, ну, немножко на таких парах, да, запасных. Зачем Зеленский поднял тему выборов сам, самолично? Никто же его не спрашивает, представляете? Ну, знаете, это есть в политтехнологиях такое понятие, как тема отбивка. Вот когда формируется какой-то негативный тренд, вот в том числе и Политико, ну, мы же видим, что пошел такой табун публикаций, где его обвиняют в узурпации власти, в авторитаризме, в том, что подавляются демократические свободы, то есть ну, по политесу демократическим лидерам свободного мира поддерживать авторитарный режим как-то не с руки, не камильфо. Поэтому вот идет такое, что я не держусь, то есть я готов, как только перемирие, вот так сразу и выборы. Нет, ну, опять же, язык у политиков призван скрывать истинные намерения. В данном случае мы просто имеем дело, типичный пример такой технологии, риторики, которая уводит в сторону от дискурса. Ведь публикации в Политико появляются не на ровном месте. И то, что еще в середине 2024 года был окончательно снято табу на критику персонально Зеленского, это совершенно очевидно. И количество таких критических материалов, оно продолжает увеличиваться. Ну, рано или поздно такое количество перерастет в качество. Но, видимо, советники Зеленского решили сработать на опережение. Ну, то есть это логично, это правильно. Но по сути ничего от этого не меняется. Война продолжается. Вот в сухом остатке, да, понятно, что те паблики и телеграм-каналы, которые на абонементе офиса, они подают это как грандиозный дипломатический успех, но это успех персонально Зеленского. Вот что у него получилось, он выиграл время. Вы как минимум до Нового года. Ну а более дальние горизонты планирования, но это не свойственно ни Владимиру Александровичу, ни Андрею Борисовичу планировать на столь продолжительный период. Но до Нового года время выиграл. От него не требовали идти на переговоры, там, прекращать войну. Ну, раз так, то есть там сыграл в такое политическое айкидо. То есть, пожалуйста. И тут по итогу вот этого вояжа на Генассамблею, что имеем? Что украинцы воюют, Европа платит, а Соединенные Штаты зарабатывают. Шикарно. Ровным счетом ничего не изменилось. Это целиком вот в ту рамку, с которой Трамп бегает уже более года, о том, что это не моя война, это война Байдена, и я должен вернуть каждый цент, вложенный в Украину, это все целиком и полностью вписывается. Поэтому Дональд Фредович абсолютно ничего не потерял. Вот, то есть, и более того, он еще и перепасовал ответственность на Европу, а Европа, в свою очередь, сегодняшнее заявление Калласа о том, что, боже, какая На ответственность? кого Нет, ж это... ты нас? Да, да. На кого ж ты Ну, нас? Говорит Калас. да, да, да. Что мы без Соединенных Штатов? Ну, это, в принципе, отвечает истине. Ибо 80% бюджета НАТО это все-таки Соединенные Штаты, как ни крути. И 3/4 военной помощи до сих пор это Соединенные Штаты. Ну, 1/4 это Европа. А потенциал, ну, в этом месяце собран ноль на оружие для Украины. Вот и все. Значит, сегодня состоялось, ну, как вчера, сегодня, в общем, Лукашенко прилетел к Путину. У них встреча, у них там, понятно, своя программа, они откатали так нормально, так, Запад 2025. В общем, Лукашенко заявлял намедни о том, что орешник в пути в Беларусь. В общем, ну, интересно, как бы, да, вот с точки зрения там, диспозиции сил, и всегда, когда Лукашенко у Путина, это интересно. Почему? Потому что Лукашенко может сказать то, чего Путин сказать не может. Ну, не потому, что он там слабый и не может, а потому что, ну, не с руки, да, а Лукашенко можно простым таким, сермяжная правда, простым языком, таким полумужицким, вот так вот, немножко с хитринкой, но все-таки
как ни крути, заявление Лукашенко. Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. Хорошее предложение, предложение по Украине, которое на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать, обсудить. Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Я специально не пересказываю, а даю полную цитату, потому что кажется, ну, отсюда отталкиваясь, да, понятно, мы сейчас поговорим про перспективы и что такое начало СВО, то есть опять с Беларуси пойдут, получается. Это мы отдельно скажем, когда про войну будем говорить. Мне интересен другой момент. Получается, Аляску дезавуировали. Получается, Трамп не способен вот то, что многие считали как игру, и, мол, он хорошо там, ну, в общем, держит хорошую мину при плохой игре, и вот это вот так перекрасился, но как бы не перекрасился, да, тут возникает другой момент. А может, он просто прикрывает свой провал, свой личный, потому что они с Путиным о чем-то договорились, а Трамп этого выполнить не может. Не может, да. Вполне допускаю, что Дональд Фредович ушел в лес, фигурально выражаясь. Вот, поскольку, да, возможно, были какие-то договоренности, он, возможно, пообещал, но помните, ранее мы говорили, что если у него не получится, он просто махнет рукой и отойдет в сторонку. То есть это перестанет быть его персональной, личной целью. Ну, похоже, так и происходит. Но, с другой стороны, все прекрасно увидели о том, что возможности и влияния у Трампа не столь же высоки, как он пытался это представить. Да, это вот с этой точки зрения, да, он, как и лидеры большой европейской тройки, ну, как говорится, замах на рубль, а дело на копейку. Тогда, если Трамп не способен обеспечить выполнение договоренностей, то, внимание, вопрос возникает. Так не с кем договариваться больше. Ведь если объективно мы посмотрим на геополитическую карту, то по Украине и по, собственно, миру в Украине нет фигур, с кем можно говорить. Остается только Зеленский, но он не представляет в полной мере, потому что не обладает ресурсами продолжения войны, в полной мере не может гарантировать ничего. Он выходит и говорит, я буду дай мне томагавки, вот только получу первый томагавк, сразу в Кремль запущу. Ну, а потом еще и добавляет, что у нас не хватает ПВО, там, и оружия и так далее. Но, знаете, это, Андрей ну, Владимирович, продолжение. вы как Да. человек взрослый, это же форменный идиотизм. То есть я, значит, дадут мне томагавк, я его сразу пульну, сразу возникает вопрос, а где фламинго твое на 3000 километров? Ну, уже Ну, забыли. никто же этим не Нет, заморачивается. так Нам. если у тебя нет ПВО, то чем ты будешь сбивать ответы в ответ? Ну, удары в ответ. Не, ну, все в итоге сводится к одному. Деньги давай. Вот, по-моему, тут конечная цель вполне ясна. Тем более, учитывая то, что примерно уже 400 миллиардов гривен не хватает до конца года, и в декабре, ноябре-декабре чем платить зарплаты военным, чем денежное довольствие. Это ж тоже вопрос такой очень пикантный. Не говоря уже про 60 миллиардов на будущее. Вот. Нет денег, но будут большие проблемы. И плюс, учитывая то, что впереди осенне-зимний период, отопительный сезон, газа, так понимаю, что в лучшем случае 50% от необходимого. Вот из этого складывается довольно грустная картина. Но главное продавить дальнейшее продолжение финансирования, военной помощи. Вот к этому все. А то, что оно конец с концами не сходится, это никого не волнует. Firepoint получил там только по минимум на дронах и на вот этом проекте Фламинго минимум 250 миллионов евро это гоп-компания заработала. Это чисто, как говорится, без всякой химии, то, что как говорится, законно. 20% маржи, ну, нормально. А чего хочет
как вам кажется, Трамп от Путина? Что он им так разочарован постоянно? Не, ну, очевидно, он ожидал то, что все-таки Путин пойдет сделает какие-то компромиссные шаги, но пока мы это уже многократно отмечали, то, что Россия ни на йоту не отступила от тех ультимативных требований, которые были озвучены в августе прошлого года на коллегии. Вот это факт. Вот. И как бы там ни было, но обратите внимание, ведь и российских медиа, ну и за исключением, конечно, вице-президента, который выполняет роль местоблюстителя покойного Жириновского, ну, практически довольно ровно. Никто не, скажем так, не повелся там на бумажного тигра, ведь по сути Трамп что он хотел сказать? Он не назвал Россию бумажным тигром, он говорит о том, что 3 года воюя, ну, Россия ведет себя как бумажный, сравнил с бумажным тигром. Но на что ему Песков возразил, что ну, Россия не тигр, а медведь. Ну, медведи же тоже бывают плюшевыми, как известно. Так или иначе, но, видимо, у Трампа на кону, вот то, о чем говорили на Аляске, видимо, какие-то весомые экономические проекты на триллионы, от которых он, естественно, не спешит отказываться. Другое дело то, что не получилось с миротворчеством в этой войне, это да, но и, как говорится, все остальное. Дальше вот этой риторики Трамп не пошел. Обратите внимание, Соединенные Штаты не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. Заблокировали. В отличие от Украины, европейцев, там жестко акцентированная против России резолюция Соединенными Штатами не была поддержана. Вот это, ну, это уровень действий. А то риторика остается риторикой. Как вам кажется, если мы возвращаемся к принципиально важному заявлению Лукашенко, то а что это за хорошее предложение? И если они такие хорошие, почему, собственно, Зеленский на них не пошел? Не, ну хорошее это в представлении Лукашенко. Ну, хоть что-то от Украины останется. А так, ведь карт-бланш, который дал Трамп, ну, воюйте там хоть до... То есть, вперед, как говорится, флагом в руки и бронепоезд навстречу, Владимир Александрович. Вот. Но оружие даром давать не буду, его будут покупать европейцы, ну а там как уже повезет. Ведь и вот эти выпады в адрес России, ну, как бы, раз вы побеждаете, как вы говорите, побеждаете, ведь действительно становится тревожно за ситуационную осведомленность президента США. Где РУМО, разведывательное управление Минобороны, там, кстати, Хексет сменил начальника, где ЦРУ, где 256 спутников шпионов, которые видят все на этой планете. Но тем не менее, Трамп, по сути, вторил риторики Зеленского. Ну, а раз так, вот, естественно, Россия будет доказывать, что она не как бумажный тигр. Судя по всему, Зеленский будет стремиться показать Трампу, что это не пустые слова, о том, что да, действительно есть успехи. Об этом, как говорится, отдельно. А Россия будет, в свою очередь, показывать о том, что она готова, как говорится, показать, что она не тот пресловутый бумажный тигр. А это означает, людей жалко. Эскалацию и кровь, разрушение, и, судя по всему, вот то, что уже более месяца нет массированных ударов по Киеву, ну, это такой тревожный сигнал. Возможно, идет накопление ракет, дронов, и дальше вот с похолоданием, с сокращением светового дня мы все это увидим. Ну, то есть, суть этих хороших предложений мы не понимаем. Это вот наверняка... Ну, понятно. Оставляете 6 тысяч километров территории Донбасса, 30% территории. Вот, замораживается по линии фронта в Запорожской и Херсонской области. Ну и там вот, в качестве жеста доброй воли там оставим Сумскую, возможно, часть Харьковской области. Ну, в Купянске уже там 2/3 под контролем россиян, судя по всему. Там это вопрос там,
дней, может быть, недели, когда город будет потерян. Это важнейший железнодорожный узел. Учитывая то, что армия Российской Федерации прочно привязана к железнодорожной логистике, ну, нетрудно себе представить, какие это последствия будет иметь для украинской группировки в районе Славянска, Краматорска, учитывая то, что почти полностью потеряна Серебрянский лес, ну, тут, по-моему, все очевидно. И да, вот если когда говорят о позиционном тупике, ну, некоторые, да, там и Некоторые Рогозин, залушные. что-то, ну и до Залужного там Рогозин там высказал такое, о том, что нет таких грандиозных прорывов в таком жуковском стиле. Вот. Ну, как бы там ни было, если отмотаем год назад Константиновка жила так вполне нормальной жизнью. В Покровске еще так было уже на грани, но и в Купянске работали кафе, магазины. Сегодня это Константиновка, Купянск, это по сути мертвые города. Там жизни уже нет. Ну, осталось несколько сот человек, которые не эвакуировались, но по сути вот Константиновка утюжится ежедневно, а в Купянске идут бои. Ну вот динамика, поэтому говорить о том, что да, понятно, говорить о грандиозных достижениях язык не повернется, но территории теряем, увы, и вот и динамика, пусть и медленная, но она присутствует. Подождите, но Зеленский рассказывал Трампу другое. И Про сейчас, 300, и сейчас Сырский 108, выходит, да. говорит, смотрите, Да. как мы классно контрнаступаем в районе Доброполя. Ну, там еще ну, там, 48 часов назад там можно было говорить об угрозе окружения, но вроде бы у ЗСУ с этим не получилось. Да, там полуохват, но сколько раз и ЗСУ оказывались в такой ситуации, полуокружения. Поэтому, да, там есть территориальное продвижение, но там же как идет, складывается 180 километров освободили территорию, 180 километров, квадратных километров зачистили от ДРГ, ну, знаете, это такое. И вот получается 360 километров, грандиозный успех. А то, что резервы брошены на это направление и проседает Купянск, но завтра придется там гасить кризис. Просядет район Днепропетровской области. А сегодня кажется, скажем так, и не только российские, но и украинские паблики пишут о том, что в Днепропетровской области жарко. Да, там вроде бы отвоевали Сечневое, но пока жителям Синельниковского района вот, и той же Межевой от этого не слаще. Там все плохо, то есть война идет на территории Днепропетровской области, вот, и кто бы что ни говорил. Там, говорили, да нет никакого вторжения, это все навет, это зрадофилы и так далее. Но это еще несколько месяцев тому назад, что граница, как говорится, на территорию Днепропетровской области не зашли. Теперь уже с этим никто и не спорит, и там угроза уже Новопавловки, довольно крупное село. Вот это факты. Андрей Владимирович, если мы попробуем проанализировать, опять-таки, извините, но это в последний раз за сегодняшний эфир, я возвращаю вас к Лукашенко, ведь он тоже не просто так это говорит. Фраза там «потеряем страну», понятно, что это там не одномоментная история, это не завтра, это вот перспективы, которые обрисовываются, это можно считать как за боевую пропаганду, это можно считать по-разному, можно написать гневный пост, можно позвать Тихановскую и Тихановского, которые так поскублись на медне очень знатно во время общения. То есть, и они там ударят по лукашизму в ответ. Ну, в общем, как бы шутки шутками. Но он сказал, что будет как в начале СВО. Ну, как в начале СВО, это по-разному можно понимать. Но как в начале СВО, возможно, там откроет шлагбаум для российских танков да, время от времени там идет, появляется информация, что завозятся боеприпасы, там амуниция, но это как говорится, в рамках, можно сказать, ОДКБ, ведь Беларусь союзник Российской Федерации, так или иначе. Но это может быть. Но втянуться непосредственно в войну
силами Вооруженных сил Республики Беларусь. Я думаю, Лукашенко так рисковать не будет. Ну, по целому ряду причин. В том числе военных. Все-таки, как бы там ни было, но его армия, хотя там есть и там хорошо подготовленные бригады спецназа, но тем не менее она невелика. Там чуть больше 40 тысяч личного состава. И пороху не нюхала. А вот Если, граница да, вполне да, возможно. если мы по территориям попробуем понять, то есть и по как бы скорости продвижения, может, это имел в виду Лукашенко? Ну, пока то, что можно вычленить, судя по всему, у российского руководства есть определенное, оно как-то убеждено в том, что еще несколько месяцев и фронт ЗСУ схлопнется. То есть начнет рушиться, что это вопрос времени, что банально просто в какой-то момент не хватит ресурсов. А да, растягивание линии фронта, то есть создание, ну, там еще и включение там украино-белорусской границы. Понятно, это оттягивает силу, но и может и в Приднестровье там пахнет чем-то паленым со стороны Молдовы несет. Но учитывая то, что в это воскресенье в Молдове пройдут выборы в парламент, а там ну такая рубка идет, обратите А кто внимание. побеждает? Знаете, ну смотрите, ну во-первых, Ну, в понятно, рубке. что Выборы мы посмотрим. В рубке. не, ну, понятно, что административное решение в пользу действующей власти. Вот эта партия ПАС, действие и солидарность Майи Санду, которая, по сути, монополизировала проевропейский вектор. Но, с другой стороны, понимаете, когда у нас настойчиво публикуют одну и ту же социологию, что у ПАС там за 30% рейтинг, но нарисовать за 30 вполне допускаю, учитывая там молдовский избиратель. Но смотрите, с другой стороны, что мы видим? Такой джерримендеринг по-молдовски, когда перекраивают, нарезают. Обратите внимание, в Приднестровье количество избирательных участков за 4 года уменьшилось на 70%. Там осталось, по-моему, с 40 с лишним до 12. И плюс еще за неделю до выборов на ремонт закрыли 6 мостов через реку Днестр. Ну, это, наверное, так, чтобы облегчить коммуникацию. Вот, поэтому на такие меры пускаются не от хорошей жизни. Очевидно, есть весьма серьезный мандаж, но то, что делает Майя Санду, ну, оно может привести только к мобилизации оппозиционного электората. А картинка там такова. Там, да, понятно, за первое место конкурируют ПАС и Патриотический блок экс-премьера Додона, экс-президента Додона. Я думаю, что там близкие результаты, но все будет зависеть от того, зайдет ли, помимо нашей партии, зайдет ли в парламент Молдовы альтернатива. То есть разные соцопросы показывают, что она набирает чуть меньше проходных 7%, но знаете, как минимум 30% отказываются отвечать на вопрос, отказываются от интервью. А эти голоса так или иначе распределятся. Поэтому, думаю, ее результат вполне определенно пророссийской альтернативы будет несколько большим. И вот тогда что мы получаем на выходе? Ну, я думаю, в Кремле ведь отнюдь не дураки. Они все прекрасно понимают, что делать ставку на такую молдовскую мечту, подобно тому, как победила монополию власти, получила грузинская мечта, в Грузии, ну и дальнейшие метаморфозы мы помним. Там это нереально, то есть там, поэтому делают ставку на такую гибридную коалицию, то есть чтобы либо Майя Санду осталась в качестве британской королевы, царствует, но не правит, либо чтобы там право вето получили те силы, которые, ну, у которых есть коммуникация с Кремлем, то есть на слабую власть. Чем нам это грозит? Тем, что мы получаем страну, которая на годы вперед оказывается в серой зоне. Мы получаем еще и такую 420 километров границы, на которую точно так же придется выделять силы, чтобы обеспечить ее безопасность. А Не-не-не, то еще и... смотрите, давайте, Да, тут два момента есть. Я хотел бы отдельно остановиться тогда на Приднестровье. Смотрите, момент первый. А,
если все пойдет по вот этому сценарию, о котором вы говорите, я, кстати, ну, я не могу там шибко спорить по этому поводу, не потому, что не хочу, не потому, что нет аргументов, а просто, ну, тут до выборов осталось, да, этого... Ну, это да, и с другой стороны, социология давно превратилась в пропаганду. Да, поэтому Это тут мы не знаем. То есть да, вот в этом же и, понимаете, в этом же и соль, что мы не знаем вот этих реальных настроений на земле. Поэтому да, предсказать там все очень сложно. И когда вы говорите, не да, будет молдовской мечте, да посмотрим. Но даже вот смотрите, да. я хочу на двух моментах остановиться. Момент номер один, что вы говорите, что мы получим. Значит, мы получим общественно-политическую, не такую Молдову. Молдову, вот смотрите, давайте гипотетически перенесем Грузию на место Молдовы. Вот сейчас. То есть аэропорт у нас где? В Молдове. Кишинев. Ну, то есть все вот эти передвижения, там, грузы, товары рядом, где? Ну Молдова. Ну, Румыния, понятно, ну, Молдова. То есть и мы посмотрим тогда на молдаван и скажем, да елки-палки, слушайте, как вы, ну, то есть, какие вы нормальные ребята, вы там еще и живете как-то, и все хорошо, и представляете, там торгуете, и не ссоритесь, и все более-менее. То есть грузинский пример, он же сидит у Зеленского, он постоянно вспоминает вот эту Грузию, и оттуда с Грузии ему сразу приветы передают грузинские Ну, политики. Грузия его говорить прямо, Грузия его триггерит. А вот с Молдовой может получиться, ну, вполне допускаю, если тем более, почему я говорю, что Санду делает те вещи, которые могут мобилизовать оппозиционные силы, и в итоге там результаты многих могут удивить. А тогда возможен такой довольно поворот на 180, геополитический поворот на 180 градусов. Возьмут и заблокируют транзит военных грузов для Украины Да. из Румынии. Вполне реально. То есть в интересах ли Украины вот такие метаморфозы молдовской политики? Думаю, что нет. Ну и тогда вот это, понимаете, вот эта история, понятно, что это раскачка, там пойдут с Молдовы на Одессу. Ну это пиар, Ну, пропаганда, нет, конечно. это пиар, это пиар. Действие ДРГ, запуск, допустим, вот как там летает над Балтикой дронов, так могут и с территории Приднестровья запускать вполне. Ну, во-первых, Приднестровье в отдельных местах граница в 15 километрах от железной дороги Одесса-Жмеринка. Это стратегическая магистраль. Я приводил пример. Во время Второй мировой войны, когда танки Катукова перерезали эту магистраль, это привело к обвалу южного фланга фронта Вермахта. Вот. Поэтому неприятности могут наделать. Но 18 танков Т-64, из которых половина не боеспособны, армии ПМР угрозы не составляют. 1500 российских военнослужащих, да, они на службе, ну, это так называемый миротворческий контингент, но из них половина это граждане ПМР, которые, ну, а то и там с двумя-тремя паспортами. Пополнять контингент с 22 года, проводить ротацию или там что-то изменять, улучшать Россия не может в силу известных причин. Поэтому прямой и непосредственной угрозы Приднестровья, ну, что пойдут там на Одессу, это пока это такой и со стороны Приднестровья прямой непосредственной угрозы нет. Но какие-то действия, да, там диверсионные вполне допускаю. Ну, смотрите, сейчас поговорим о диверсионных действиях. Я все-таки считаю, что Молдова здорового человека, имеется в виду не вот без Сороса, да, вот этого, и, ну, вот этих, ну, вот этих жало вот этого глобализма, да, которое в Молдове, сейчас у них там вообще, если честно, там у них бэк-офис, у них там все, как бы там у них все теперь на мази. Но в Украине война, в Украине понятно, да, то есть вот все там. Это действительно, вот это угрожает Украине, потому что посмотрят на нормальную Молдову, да, ну, имеется в виду, без вражды, без вот этого всего снимут вот эти все, вот эту всю пену, ведь вот вы так привели пример с грузинской мечтой, он меня зацепил, знаете почему? Потому что грузинская мечта, когда пришла к власти, и сейчас, когда продолжает вот сейчас рулить, она же, ну вот, условно, пророссийская партия, да, ну, как все приняты, пророссийская партия, она первая доказывает, что она не пророссийская, а прогрузинская. И точно так же будет и в Молдове. Они будут первые доказывать, что мы не пророссийские, мы за молдаван, мы там за... Вот в этом опасность, потому что украинцы тоже так захотят.
Да, ну еще вопрос пропагандистских штампов. Понятно, что в силу известных причин, там любое, там, то, что, как говорится, не входит в твою картину мира, оно может быть объявлено там пророссийским, то есть наклеено таким. Да, отношения Грузии и Российской Федерации, не могу сказать, что потеплели, они нормализовались. Но в Тбилиси россиянам иногда плюют в кофе. Это тоже факт. Как, Ну, э, смотрите, это все тоже меняется да. поколенчески, поколенчески. Это понятно, что и в Грузии Ну, там, и в Грузии выделываются ну, там молодые, что мы не да. понимаем русский язык. Ну, выделываются, все не понимают. Но как бы, ну, в общем, знаю я там, как проходят дела, но в целом атмосфера очень даже стабильная, нормальная в плане, ну, Нет, там, да, да. Вот что уже, как говорится, в военных авантюрах там никто уже не вспоминает. вернемся к дронам, потому что сегодня вот ближе уже к нашему эфиру, практически во время эфира, спикер МИДа Кремля Захарова публикует очень интересную, скажем так, информацию. Я напомню, что это не какой-нибудь там Нарышкин, ну не в плане того, что Захарова круче Нарышкина, а в плане того, что когда там нечто подобное публикуют там СВР, это, ну, это игры спецслужб, это, не, это как бы публикуется для того, чтобы публиковаться, там, да, то, чтобы там опубличить что-то там, на что-то кому-то намекнуть. Это они между собой, спецслужбы там эти занимаются публикациями. МИД работает более прямолинейно, что ли. Так вот, спикер Захарова говорит, что она, ссылаясь на на близкое издание Корбану, утверждает, что Украина готовит удар беспилотниками по Румынии и Польше с целью спровоцировать войну Россия-НАТО. План такой: отремонтировать несколько сбитых, перехмаченных российских беспилотников, оснастить боевыми поражающими элементами, направить управляемые украинскими специалистами под видом российских дронов на крупные транспортные хабы, одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву. Пятое. Развязать вооруженный конфликт. Ну и утверждаю, что в целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон на западе Украины, где размещается Международный центр миротворчества, в общем, имени Петра Сагайдачного, уже завезли герани, отремонтировали на заводе во Львове. Если все это подтвердится, мы должны признать, никогда в современности Европа не была столь близка к началу Третьей мировой. Ну и понятное дело, то есть, смотрите, вот это заявление российской стороны. Мы с вами обсуждали вот эти дроны, и вы тоже склоняетесь к тому, что, ну, это, условно, Путин пробует на зуб НАТО. Да, Но да. простите, пожалуйста, последние события и география пролетов каких-то дронов, самоуничтожающихся, исчезающих, непонятно каких, последние сутки двое-трое, причем сегодня замечены в Германии, да, там Ольборг, Дания, 2 раза, там, где завод беспилотников будут строить. В общем, ну, вызывают абсолютно другие чувства, что вряд ли это прям россияне. Что вы думаете по поводу этих дронов и, ну, вот такой информации от российской стороны, ну, насчет провокации? Насколько, давайте от обратного пойдем, а насколько выгодно это Украине сейчас? Ну, в этой ситуации, когда стоит вопрос о том, что Европа должна взять на себя бремя военной помощи, ну, живописать российскую военную угрозу, ну, самое оно, а тем более еще и создать ту ситуацию, когда Европе придется впрягаться. Но, знаете, вот обратите внимание, ведь дрон это такая вещь, которую тяжело спрятать. То есть из самолета, допустим, те же самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, они позволяют проследить маршрут. Поэтому тут взять, допустим, с Яворова запустить куда-нибудь в сторону Румынии, ну, тут концы спрятать сложно. А тем более, учитывая то, что эта тема уже, как говорится, звучит неоднократно. То есть я думаю, что мы в плане бдительности средств радиолокационного обнаружения, то все будет окей. Возможно, дроны запускают с территории, допустим, судов с Балтийского моря, поскольку вот, если взять там
Ольборг там или над Копенгагеном дроны, но откуда им взяться? То есть маршрут, тут, если даже от Калининграда, ну, заметили бы. А так вот, откуда ни возьмись, и там над Германией летают. Вот, поэтому тут вопрос в том, кто и откуда вы их запускают. Но пока внятного ответа никто не дает. Вот. То есть, но технически это возможно с судов, там, ну, точно так же, как с этим северными потоками. И арендовали яхту, но что мешает там, тем более, что специалистов, которые умеют приложить руки к таким летающим аппаратам, у нас вот так хватает, поэтому не исключено, что может быть и такой вариант. Значит, понятно, что сейчас начинается самое острое время с точки зрения этих провокаций. Но не кажется ли вам, что ну уж слишком натянуто выглядит вот эти пугалки Третьей мировой войной, НАТО против России? Ну, Непонятно, смотрите, непонятна сверхзадача. Вот эта Урсула, которая рассуждает вместе там с Рютте, хорошо звучит с предлогом «С» его фамилия, они же как-то вот мы там забьем, а зачем, ради чего? То есть смысл России нападать на Европу? да, и опять же, где? Ну, там приводят пример Эрдогана. Ну, да, Эрдоган их F-16 сбил, российский Су-24, но Су-24 упал на территории Сирии, не на территории Турции. Это же две большие разницы. Одно дело, если самолет падает на, допустим, территории Польши или там Эстонии, это одна петрушка. Другое дело, если он падает где-нибудь там в нейтральных водах, это уже, ну, тут обратка может пойти. Самолет упал, был сбит на территории Польши, то есть это, ну, никто не посягает на право защищать свое воздушное пространство. Но если он упал в нейтральных водах, это наоборот, это уже акт агрессии уже той стороны, которая его сбила. Поэтому тут палка о двух концах. И я думаю, как этим и объясняется как раз осторожность европейцев. Да, там, пожалуйста, сбивайте, но вопрос, как, где и в каких обстоятельствах. Ну, Эрдогану пришлось извиняться. Ну, как говорится, ложечки нашлись, но осадочек остался. Ну, я имею в виду двусторонние отношения Турции и России. Вам, вот смотрите, два варианта. Сейчас о них сейчас в последнее время говорят. Вариант первый, вот это вот провокация, ну, типа Польша, Балтия, ну, над Балтийским морем что-то, где-то как-то. Одни говорили, что суда какие-то будут тормозить, и потом придется их сопровождать, отбивать, и так, мол, начнется война России и НАТО. Другие говорят, что как раз-таки вот этот приднестровский кейс, условно, Санду договаривается с Зеленским, начинается вторжение в Приднестровье, и Россия попадает в Одесский капкан, ну, то есть переходит непосредственно к тому, чтобы перебраться на другой берег или каким-то образом любой ценой любых потерь ну, в общем, начать идти, короче, на Одессу и, собственно, спасать Приднестровье, если вдруг эта операция будет возможна. Вот такие кадры сейчас, ну, вот сегодняшние кадры, это Херсон. Там отсечен, ну, пытаются отсечь российские войска Отдельный район. корабельный район, да, и вот такой прям обстрел, прям лупят, утюжат город, сносят с лица земли. Это обычно в классическом понимании боя, это называется, ну, дальше пехота, короче. Ну, понятно, там река, но мы слышали о том, что контролируется также и Антоновский этот мост в своих опорах, давайте так. Сейчас там дырки, не пройти, но не проехать, но пройти. И там опоры. И, собственно, как вы относитесь, вот если условно Зеленский и Санду что-то припримут по поводу Приднестровья, это может начать вот эту войну России и НАТО? Ну, я думаю, непосредственно войну России и НАТО это не начнет, а вот то, что это приведет к эскалации и войны на территории Украины, да, и, возможно, интенсификации усилий по продвижению к попытка отвоевать Херсон,
судя по всему, будет, не знаю, десантная операция или что-то. Ну и, понятно, это угроза Николаева и Одессе. Хотя в 22 году, ну, тогда не получилось, но тогда это была все-таки скорее такая военно-полицейская операция, и явно там тот расчет сил, который был выделен, ну, явно как бы не позволял там идти на Николаев и Одессу. Это было совершенно очевидно с военной точки зрения авантюра. Ну а сейчас только по суше, но по нынешним темпам продвижения. Ну, скептики говорят, возможно, да, Россия таки тогда начнет в полную силу, вот вы еще не видели, ну, знаете, лучше не видеть. Нет, безусловно, конечно, лучше подобных вещей не видеть. Еще один очень тяжелый момент. Значит, сегодня утром сообщили, что ночью, прошлой ночью, в 800 метрах в Николаевской области от Южноукраинской АЭС повредили линии электропередач и, ну, в общем, там железные какие-то, ну, короче, опоры, да, назовем это словом опоры. Причем там же на каждой АЭС дежурят представители МАГАТЭ, и они, так сказать, выехали, посмотрели, воронки, все, в общем, дроны атаковали инфраструктуру. Что конкретно не говорят, ничего не говорят, потому что это очень такая чувствительная информация. Мы понимаем, почему. Сегодня Гросси в Москве, он встречается с высшим руководством Российской Федерации, и он сделал точно такой же, ну вот, ход, говорит, мы знаем, кто стрелял по Запорожской АЭС, имеется в виду. Но мы не будем это говорить, потому что, ну, это война, все дела, у нас-то другая миссия, у нас, чтобы было все безопасно. А Запорожская АЭС который день уже без электричества. Украинская Да. сторона обвиняет российскую, потому что это, мол, на вашей стороне там поломка, мол, это вы специально что-то там мутите, провоцируете какую-то историю. Российская сторона, понятно, отвечает укорами в сторону украинской, мол, ребята, не надо дроны бросать и атаковать, ну там, помните, недавно было портовую вот эту историю, то есть там есть порт речной, да, вот Запорожская АЭС. То есть мы видим очень серьезную зону конфликта, которая нам как бы открывает двери в ад. Что я имею в виду? Удары под подстанциям АЭС, и уже никакая там генерация вообще не спасет страну, и будет черная зима и блэкаут. Совершенно очевидно зеркальная ситуация южноукраинской и Запорожской АЭС. Да, тогда, если отсутствует электроэнергия, переводят на дизель-генераторы, но это совершенно очевидно, то, что это перешагивание через определенные красные линии, ну, и как мы видим там, то, что не называется, как говорится, сторона, чьи это дроны, это наводит на определенные размышления, это говорит о том, что вот, этой осенью эти красные линии могут нарушаться еще неоднократно. Ну и судя по тому, что целенаправленно обрабатывается не тотально по всей Украине, но по региону, регион за регионом выносится энергетическая инфраструктура Укрзалезницы, а дальше, я думаю, ну, такая операция «Магистраль». А дальше, я думаю, речь мы, ну, с похолоданием, с сокращением светлого времени суток, речь пойдет уже и о подстанциях, которые обеспечивают энергоснабжение городов и других населенных пунктов. Вот это худшее, что может в этой ситуации случиться. Ну и да, не будем забывать о том, что и может же прилететь и по каким-то другим чувствительным местам атомной электростанции. Понятно, сам реактор защищен, там на Запорожской АЭС, там, как специалисты говорили о том, что он способен выдержать даже падение самолета с 10-километровой высоты, но лучше не испытывать судьбу. Тем более, памятуя, что у нас был урок Чернобыля, ну, да, конечно, очень тревожная информация. Другое дело, что остается надеяться, что, как говорится, это не превратилось в серию. Но риск очень высок того, что за подобными прецедентами не заржавеет. Ну, я тут немножко усмехнулся. Полетело по украинским каналам заявление Захаровой. Знаете, как заголовок? Россия анонсировала удары по НАТО. М.
Ну, то есть, понимаете, вот это потушно, вот это я понимаю. Не, ну у Анонсировала. нее уже Украина, это рука НАТО, ну, а раз рука НАТО, значит, мы воюем с НАТО, ну, знаете, Вот. все время. Яша Поэтому, Кедмик, когда его Соловьев подначил по поводу того, ну, по поводу того, что Россия воюет с НАТО, но он возмутился, говорит, ну, арабским странам Советский Союз там от штык-ножа до ракет, до авиации поставлял все, но мы же не говорили, что Израиль воюет с Советским Союзом. Вот, как бы, а, по с- факту, да, значит, да. смотрите, тут такой момент. Очень важно, я считаю, обсудить, вот только что приходит новость о том, что ну, Зеленский же просил томагавки. Вот. Трамп не согласился одобрить передачу Украине крылатых ракет «Томагавк» от имени стран НАТО, хотя эту систему включили в список запрошенного Киевом оружия для ну, на Мгм. покупку в Соединенных Штатах Америки. Это пока источники сообщают, портала Axios, где давал Зеленский интервью, пока не Белый дом, но тем не менее. В общем, отказано в томагавках, что является ну, таким понятным итогом вот этой всей истерики о том, что давайте, давайте. Нет, ну, понятно, Александр, ну, понятно, что там томагавки, какая модификация томагавка? Вот тут конкретика нужна. То есть, если это томагавки лохматых там 80-х годов, то нафиг, то есть, от них проку будет немного. То есть, их отщелкает российское ПВО. Тут, ну, последние модификации, это другое дело. Но последние никто нам не даст, как с атакамсами было. Да, Вот, заглядываю в чат трансляции, вот пишет возмущенный пользователь. Шелест, в МИД прокомментировали планы Киева провести диверсию. Слушайте, если вы только что присоединились, то да, да. вам простительно. Видимо, только что человек Ну, присоединился. Мы это обсудили ровно. Я просто говорю, как да. они подают сейчас, вот полетело по всем украинским СМИ, там, телеграм-каналам, как подают. Россия ударит по НАТО, проанонсировали, сделали анонс. Значит, что, если серьезно, давайте об украинцах поговорим и чего им ждать, Ну, потому что у каждого свое. Понятно, что нет, не у после... каждого свое. Смотрите, вот эта история с бешеной потужностью, что Трамп наш, ура! А, и вообще Трамп хочет, чтобы Украина победила, это цитата Зеленского, он так сказал. А, мы пускаемся в какую-то лютую дичь, причем по многим сферам жизни. Запускается автоматический процесс постановки на учет всех мужчин с 25 до 60 лет. О, ну, так что? Аплодисменты, овации, можно дамам бросать вверх чепчики. Я же не просто так, что у нас гибрид концлагеря и сумасшедшего дома. Ну вот яркая иллюстрация. Будет страна уклонистов, находящихся в розыске. Ну, это еще не все. Это далеко не все. И судя по тому, что говорят военные, ну, тоже, допустим, Касьянова уже не назовешь, там, что он кремлевские нарративы продвигает. Юрий Касьянов, я имею в виду, вот, блогера. Он говорит о том, что пехота стачивается, и, судя по всему, если там не изменится ситуация, у нас просто элементарно пехота в ноль сточится. А это означает то, что тяжелые решения, это снижение мобилизационного возраста, ну, это то, что может в ближайшие месяцы перейти в практическую плоскость, поскольку, если так даже грубо посчитать, молодежи 22-25 лет, ну, это несколько сот тысяч. Но если 100 тысяч удастся отловить, поставить строй, это уже позволит немножечко заткнуть вот эту брешь, дефицит, нарастающий дефицит личного состава. У россиян, кстати, та же проблема. Пехота стачивается. Штурмы, это все, игра идет же не в одни ворота. И да, там многие говорят о том, что надо проводить мобилизацию, чтобы дожать, что без этого, то есть чисто по контракту мы не закроем своих людских проблем конфликтования личным составом. Вот если пойдет вот эта эскалация, не исключено, что такие решения будут приняты как в Киеве, так и в Москве.
Это то, что ждет. Ну, а там же для каждого отдельно. Допустим, понятно, что надо напрячься, особенно после вот этого нью-йоркского вояжа Зеленского, надо напрячься представителям антикоррупционных органов. Судя по всему, их будут дожимать до... Ну, Владимир Александрович человек не злопамятный, но ничего, абсолютно ничего не забывает. Вот это надо иметь в виду. И вот того, что его прогнули, заставили отступить с этим законом который лишал независимости НАБУ и САП, он это еще не раз вспомнит. И, судя по всему, э, пока вот наблюдаю тактику тысячи порезов со стороны СБУ в отношении НАБУ, и я думаю, что этот кейс еще далеко не завершен, и будут таки дожимать. То есть выигрыш времени, это дает время для решения таких вопросов. Ну, заодно загонят, будут загонять под плинтус всех остальных, там, начиная от шагающих не в ногу политиков и блогеров. Ну, поэтому ожидания не очень хорошие. Ну, тут много как бы таких аспектов. На Кличко батон уже крошат. Да, я думаю, с Кличко, вот мой прогноз, что будут пытаться валить через вотум недоверия. Какая-то работа, судя по всему, по возне ведется. Ну, а уже, как говорится, гауляйтер уже готов. Ну, смотрите, это к чему? Не потому, что там Кличко, не Кличко, мэр Киева. Вопрос. Зеленский сейчас начнет решать вопросы. Вот сейчас там с Киевом надо сбить Кличко, поставить своего, там Да, сделает. Набу да. САП, Миндича, все Мгм. закроется, отбелят. Даже там пробросили сегодня такую историю, что Борисов выходит под залог, там кучу Ну, денег. 44 миллиона. Ну, вроде как потом опровергли, ну, непонятно. Ну, там, он вышел один раз под залог. Это военком одесский, который первый, самый скандальный, попался на взятках, и его посадили даже в СИЗО. Он вышел, а его опять посадили по другой статье. Это Марбелья, это виллы, это вот это все. Увеличили залог. Да, 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 да. Ну, Лимон Баксов, ну, красиво жить не запретишь. Там, говорят, его адвокаты, там, бывший зам главы ДБР, один из его адвокатов, другой у Януковича был адвокатом. Ну, внесли, собрали средства. Ну, проверим. Ну, то есть, Проверим я завтра. к чему? Зеленский начнет решать вопросы. Там, Да, кого да, да, подкручивать, кого да, давить, кого да, душить, да. что надо проголосовать, проголосуют. Вполне возможно пропихнут и вот эту историю, которая там нашумевшая, что Стефанчук вместе там с разными авторами и Бойко, Да. изменения в гражданский кодекс, когда ты не имеешь права рот открыть, потому что если даже тональность твоего сообщения в Да. соцсетях, в медиа или просто там в СМИ, есть предпосылка, что на тебя в суд можно подать. Короче, будет закупориваться отовсюду, по крайней мере, вот этот на время этого карт-бланша. Да. И кто у нас по пол Верховной Рады сидит те, кто вой поднимал по поводу диктаторских законов Януковича. Но сегодня это становится уже стало нашей обыденной реальностью. Вот А так. вы можете ответить на Сколько вопрос, можно минут? просто интересно, а не поэтому вот так вымученным выглядит вот эта фотография? Я имею в виду сейчас конкретно Меланию Трамп и Не, ну, Елену знаете, ну, Зеленскому. знаете, вот никто ж, это подается как то, что встреча таки была. И я не спорю, ну, встреча была, вопрос продолжительности. Но я знаю и другое, то, что проводился фотосет ну, следом там жена короля Иордании, ну, например. Вот. Тоже она встречалась. Вот. Ну, поэтому это, То есть, возможно, это был, да, рутинная такая формальность, ни к чему не обязывающая. Но было и заявление помощницы, советника Мелании. Там в графике нет. так а почему, смотрите, непонятно почему. Трамп же переобулся, Трамп все за Украину, за потужного, Ну, а да, у нас же это интерпретация. Вот это интерпретация. А реальность, она зачастую оказывается немножечко иной. Вот в этой картинке мира, в картинке мира тех, кто шагает в ногу с властью, это выглядит именно так. И Мелания с Еленой Зеленской встретилась, даже не собираюсь спорить.
Вот. Но это виртуальная картинка, которая к реальной имеет довольно отдаленное отношение. Трамп остался при своих, то есть принципиально его позиция ни в чем. Да, его слова, естественно, ухом ласкают, его разобрали на цитаты, это разгоняется по всем сеткам, по провластные блогеры и так, и сяк, но что изменилось, Соединенные Штаты снова перешли к прямой и непосредственной поддержке Украины? Нет. Понимаете, Да, тут там что-то в Конгрессе планируют на 400 миллионов, но это куром насмех. в этой связи по поводу тотального закручивания гаек и быстро-быстро решить все свои вопросы внутриполитические и быстренько-быстренько всех мужиков под карандаш в ТЦК, я получил несколько сообщений сегодня. Не буду говорить, что там сильно много, достаточно. Говорят, ребята, так все уже похоже. Форму шьют на мужиков в Евросоюзе, в Украине. Потому что, а там все просто. Они берут, снимают возрастные данные. Там же реестры, которые автоматически тебя вносят в базу ТЦК, они же миграционка, банки. Банки. То есть там не уйдешь, там сети достаточно мелкие, там не прошмыгнешь. То есть конкретно ты уже на воинском В учете. цифровом рабстве, да, 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 в цифровом рабстве. Даже находясь за границей, а потом просто будут красиво обращаться за границу. Ой, у нас тут человек нарушает, это там у нас какая-то там статья, давай. А эти, говорят, страны европейские, они же какие? Они же, да, говорит, давайте. Им будет выгодно сплавлять назад мужиков украинских, воевать в Украине. Ну, не везде. Такое возможно, но не везде. Возможно где? Страны Балтии, Польша и, возможно, еще там, Чехия, Словакия, Румыния. Вот. Но как из Италии и Испании вернуть? В основном те, кто у кого в карманах совсем ветер не свищет, Италия, Испания. Ну, из этих стран вытащить даже с учетом нынешнего цифрового рабства людей довольно сложно. То есть там довольно либеральные порядки. Но Испания, она очень, там у власти социалисты, и, допустим, они разорвали военно-техническое сотрудничество с Израилем, но тут же посчитали, что попали почти на 1,5 миллиарда евро, на минуточку. Посчитали, прослезились. Ну, вот поэтому как бы участвовать то есть, в этих военных маневрах, допустим, та же Испания точно не будет. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса и перейдем к вашим непосредственным вопросам. Верите ли вы, что выборы возможны в случае перемирия? 7% да, Зеленский хочет спрыгивать, все нормально. Значит, 18% да, Зеленский уверен, что переизберется. Ну, то есть нормально. 36% нет, Зеленский дует в уши. И 38% нет, только после полного конца. Что скажете? Чего? Вопрос чего конца? Страны или Войны. власти? Вот. Ну, это же может быть и в худшем варианте. Но вполне допускаю. Тогда уже просто Зеленский окажется последним президентом Украины. Это уже катастрофический совсем сценарий. Но, знаете, просто так, возможно, когда он шел, заступал на должность президента, возможно, у него такие мысли были. Но власть, она даже самая маленькая, она как наркотик. И спрыгнуть не намного легче, чем спрыгнуть с иглы. Ну, во-первых, абстинентный синдром, а тут еще и вопросы юридической и даже физической безопасности. Ведь будут догонять, поскольку возникнут вопросы по очень многим. Что происходило накануне войны, почему, с одной стороны, дергали за усы, а с другой стороны, и не готовились, вот как с точки зрения нормальной логики. Почему в условиях войны принимались, то есть Конституция оказалась совсем на паузе, то есть принимался целый ряд нормативных актов, которые абсолютно не стыкуются. Кто за это будет отвечать?
Поэтому вот просто так взять, да, можно сколько угодно утверждать, что я за власть не держусь, но прекрасно понимают последствия того, что может быть на следующий день. Поэтому более, знаете, вот выборы мне как-то в обозримом будущем совсем не верится. Возможно, да, какие-то экстраординарные сценарии, ну, про военные перевороты, это давайте не будем говорить. Это все-таки я, в отличие от многих ваших гостей, нахожусь на территории Украины, поэтому Ну да, воздержусь. тут же, смотрите, тут же могут сразу приписать призывы, там еще что-то. Да, А да, лингвистическая экспертиза лучшая в мире в да, да, Украине. она подтвердит, да, вот как Да. Дмитрий Корнейчуканов во фразе о том, что два деда поделили на Украину, нашли эксперты, эксперты, точнее, нашли оправдание российской агрессии. Но это... Это да. Давайте перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Значит, поехали. Александра Хас спрашивает. Договоренности по Аляске, которые Трамп не смог выполнить со своей стороны, подтверждают, что доверия к нему нет. И зря все полагают, что в Кремле не придают этого значения постам, где он хоть с иронией переобувается. Это подкрепляет отсутствие веры. В России понимают, что диалог с Западом бесполезен, нет никаких гарантий, что через 3 дня, как наступит мир или перемирие, Трамп или другой президент напишет пост в стиле «Знаете, я передумал», и начнутся снова печенье и Майданы. Так что победа будет только на поле боя с полным разгромом проекта «Антироссия». Что вы об этом думаете? Ну, то, что в политике вообще категория доверия – это довольно растяжимое условное понятие. Знаете, в бизнесе люди, которые десятилетиями вроде бы работают вместе, ни один пуд соли вместе съели, иногда так друг друга нажухивают, что там волосы на голове дыбом, заказывают друг друга, ну, а уже не говоря о политиках. Понятно, что ни Трамп, ни Путин не доверяют Трампу, это совершенно очевидно. Вопрос в другом, то есть вот, каких, да, большинство россиян сейчас настроено на полную и безоговорочную победу. Так, ну, как минимум это должна быть капитуляция Украины, как им представляется разгром проекта. Ну, знаете, ну, очень часто вот, такие максималистские сценарии, они в реальной жизни не реализовываются. Ведь одно дело, когда Вторая мировая война, другое дело все-таки современный глобализированный мир и возможности. Ну, 3 года войны, ну что, Нет, ну подождите, почему не реализуются? В Газе же реализовываются. не, ну и то, сколько уже Израиль, несмотря на то, что входит там в 25 ведущих армий мира, но тем не менее, ну, вот узкий пляж вдоль Средиземного моря, там 30 на 14 километров, ну что, ну, застрял. Да, там порядка 60 тысяч погибшего гражданского населения. И непонятно, сколько погибло этих боевиков Хамас. Но это может продолжаться еще очень долго. Петр, вопрос. Трамп восстановил смертную казнь в Вашингтоне. В России не перестают поднимать этот вопрос о ее возврате. Не выплеснет ли мир в пылу борьбы с либеральным мракобесием ребенка, реального человека, прогресса? Ведь возврат к смертной казни – это определенно регресс. Безусловно. Дело в том, что, к сожалению, Украина попала в цивилизационную воронку. И то, что даже если случится чудо и война остановится, вот, ну, вот в этом архаизированном обществе, еще переполненном с зашкаливающим градусом ненависти, ну, эта ненависть украинцы рискуют в ней захлебнуться. Понятно, и в других странах, к сожалению, мы видим вот такой, действительно такие регрессивные. И то, что в команде Трампа наряду с узким кругом есть сторонники темного просвещения, тот же Кертис Ярвин, там технократы, но да, это по сравнению с относительно спокойным и благополучным концом 20 века, это будет выглядеть как явный регресс. И да, возможно, и в России, не исключаю того, что под аплодисменты и с полным одобрением может быть возвращена и смертная казнь.
Ну, как по мне, ну, ПЖ ничуть, ну, оно, возможно, гуманнее, но с точки зрения наказания это, возможно, даже хуже. Одно дело, когда, как говорится, ужасный конец, а другое, когда ты медленно умираешь. Тем более, российские тюрьмы, особенно для пожизненников, это совсем не санаторий. Равно как и в Украине. М, Виталий, добрый вечер. Вопрос. Какие мысли могут проноситься в голове Зеленского, читающего о приговоре бывшему президенту Франции Саркози? Спасибо за ответ. Ну, я думаю, и без приговора бывшему президенту Франции Саркози, вот, ну, тревожные мысли время от времени посещают. И, понятно, власть – это гарантия того, что не случится худшего. А вот потерять власть, тогда может быть довольно широкий выбор плохих и трагических сценариев для Владимира Александровича сотоварища. И поэтому будет держаться зубами, руками, как только это возможно. Но не все от него, к сожалению для него, не все от него зависит. Людмила, здравствуйте. Андрей, как вы считаете, у Путина карт-бланш до конца года или дольше? Спасибо, берегите себя. Я думаю, до зимы, до декабря месяца. Вот Трамп уже обозначил вот этот дедлайн. Но желание ужесточать санкции, переводить их в такую категорически жесткую плоскость, у Трампа я до сих пор не вижу. Вот это дело. А слова, то, что он там наговорил, это, знаете, у Трампа каждый день пятница. Оксана спрашивает, то есть у России 30-35 тысяч добровольцев заключают контракт, а Украине максимум 10-15. Доходят до фронта, и вы говорите, что у России и Украины одинаковое положение? А почему Нет. вдруг Арестович начал транслировать фиолетовый луч, что Трамп теперь на стороне Зеленского? Все интерпретируют пост Трампа как то, что он умыл руки, а он фиолетовый луч транслирует для ушей украинцев. Ну, позвольте, я, по-моему, не раз говорил о том, что Украина к войне на истощение не готова от слова совсем. Говорил? Говорил. Вот. А то, что штурмовики и пехотинцы стачиваются, и в лучшем случае в окопах ну, до 150 тысяч, я думаю, не больше. Вот. И да, понятно, что учитывая процент дезертиров, процент людей, которые не годны к выполнению боевых задач, да, форма вот этой мобилизации с помощью ТЦК, они не закрывают потребности. По России я не раз говорил о том, что из частичной мобилизации осени 2022 года, которая закрыла большой разрыв в численности личного состава, благодаря которому стали возможны успехи ЗСУ осенью 22 года под Харьковом, вытеснение российских войск с правобережья Херсонской области. Да, да, Украина тогда провела мобилизацию, около миллиона человек встало в строй. Россиян тогда на фронте было намного меньше. Это тот золотой фонд, который надо было как зеницу ока уберечь. Но в контрнаступах, в фортецах Бахмут этот золотой фонд был бездарно растрачен. Теперь приходит совершенно понятно, что потери не компенсируются пополнением. И поэтому я говорю о том, что чтобы немножечко сбалансировать и то не выровнять, вряд ли удастся. Но чуть-чуть улучшить ситуацию, возможно, удастся снижением мобилизационного возраста. И, возможно, там пойдут такие на какие-то шаги по с тем, чтобы из-за рубежа вернуть, не исключаю. Но паритетом в численности личного состава ну, достичь не удастся. Если Россия не проведет мобилизацию, то это может тянуться довольно долго, поскольку кардинального разрыва, то есть там, численного превосходства, кратного в 2-3 раза добиться вряд ли удастся без мобилизации. Поэтому все будет ну, примерно идти, как сейчас идет. Антон, чат-трансляции. Спросите гостя, кто из политических деятелей страны умудрялся сохранить перемирие двух стран так долго, и это не привело к войне. Ну или это была группа лиц. Вот. Нет, ну,
По сути, смотрите, вот, ведь между Северной и Южной Кореей до сих пор действует перемирие. Там нет мирного договора. Но, напомню, северных и южных корейцев за столом переговоров в Паньмэнчжоне не было. Договаривались американцы и китайцы. А корейцев поставили перед фактом. Кстати, южнокорейские военные были категорически против перемирия, прекращения огня. Но их мнение, как говорится, ваш номер 8, когда на нас спросим. Поэтому вот 70 лет, да, там время от времени происходят какие-то провокации, но большой войны нет. А война, уж поверьте, была, там счет шел на миллионы по количеству жертв, в том числе и гражданского населения. И север был вынесен там до камня. Там КНДР 2 недели вообще не было ни одного источника электричества. Американцы все вынесли. Но, тем не менее, вот 70 лет перемирия держится. Вот вам классический пример. Ким Ир Сен, понятно, отнюдь не мой идеал, как и Ли Сен Ман, потом Пак Джон Хи, но, тем не менее, вот это перемирие держится 70 лет. Пользователь Кот, как вы видите выход Украины из-под внешнего управления и британский флаг? Ну, скорее Украину порвут на британский флаг. К сожалению, должно, ну, во-первых, у нас это секрет Полишинеля, то, что у нас элита компрадорская. То есть это те люди, у которых семьи, деньги, бизнес, там, а здесь у них ресурсная территория, с которой они, на которой они зарабатывают бабло и работают вахтовым методом. Рассчитывать на то, что эти люди будут патриотами своей страны, ну, очень сложно. Ну, посмотрите на Умерова. Ну, жизнь удалась, Майами, недвижимость в Нью-Йорке. Ну, как говорится, что еще надо для того, чтобы хорошо встретить старость? И, так, и он не одинок. Там через каждого второго дети где учатся? В Украине? Нет, за рубежом. Поэтому для начала надо национализировать нашу элитку. Вот не сделал это, рассчитывать на то, что выйти из-под внешнего управления, но понятно, дальше следующее это уже переоснование государства. Новая конституция, новая политическая структура. Но, понимаете, до этого так еще далеко. Тут дай бог, чтобы Украина выжила. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментариях, что думаете. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся. До скорого.